Наушники, которые позиционируются как беспроводные Bluetooth наушники для занятий спортом. Они имеют интересный дизайн, специальные силиконовые заушины для надежной фиксации, защиту от влаги класса IPX7, что позволяет не бояться о том, что пот или мелкий дождь во время пробежки повредит наушники. 6 микрофонов с функцией шумоподавления, режим активного шумоподавления, режим прозрачности. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Sports X10. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Если вы смотрите этот обзор, скорее всего, вам интересны вот эти вот наушники, которые я сейчас при вас распаковываю. Это Anker Soundcore Sport X10. Насколько целесообразно покупать подобное устройство? Решать всегда вам, но если эта штука является чем-то адаптивным, то есть если заушины здесь снимаются, то в принципе это более-менее интересная штуковина. Если нет, вот я не вижу, чтобы они снимались, то это больше про совсем-совсем такой спорт. Максимального качества все, мне прям нравится и бокс. Пусть даже и не супер-мега крутой пластик по ощущениям, но внешне, вы согласитесь, выглядит он хорошо. Подача всегда мега-супер у анкеров. У нас здесь 4 пары сменных амбушюр, кабель для зарядки USB-C, USB-A и, разумеется, документация. Все это дело, я почти на 99% уверен, можно подключить к программе. Я вам скажу, что решение очень спорное, но вот сейчас, фиксируя их на ушах, даже в очках, я чувствую легкое напряжение, но мне кажется, что это один из самых удобных вариантов, какие только могли бы быть, потому что с заушинами я много чего примерял, тестировал и пробовал. Жаль, что их снимать нельзя. Да, здесь нельзя их снимать, и вопрос еще остается, что будет, когда они износятся. А они по-любому износятся. 6,7 грамма одна штука, но вместе, опять же, с вот этой вот заушиной. Вещь интересная, обещают нам 32 часа прослушивания музыки, IPX7, это значит, они вообще не боятся воды, но плавать в них с IPX7 это и тоже сомнительная затея. Почему? О, кнопка здесь есть, скользкий, кстати, и диодики. Потому что IPX8 надо, но я разберусь. Если в них можно плавать, по-моему, нельзя. Обычно те, что для плавания используются, они продаются дугой. То есть без дуги, я видел у Sonic. Я таких штук не видел. Да, запихал я быстро и просто, даже первый раз. Поэтому, может быть, он вам и нам и зайдет. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi-бендов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, сейчас еще разыгрывается смартфон OnePlus Nord N20 SE. Поэтому читаем описание, подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и телеграм-канал, в котором мы постим фотографии и видео своих устройств для того, чтобы иметь возможность выбрать что-то по камере. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Напоминаю, что почти каждый день на Твиче стримлю. Там можете свои вопросы задавать. Тестирую там новые смартфоны. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже обнаружил черную, нежно-розовую и красную расцветку данной модели. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика с полупрозрачной крышкой. Форма бокса удобная, материалы качественные, как и сборка, но антискользящей поверхности на дне бокса нет. Габариты небольшие, 78 на 45 на 30 мм. В кармане бокс практически не мешается. Бокс скользкий, и потертости на нем появляются практически сразу. На корпусе расположили лейбл, краткую информацию, разъем для зарядки USB Type-C и кнопку сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно легко, так как бокс открывается по нажатию на кнопку. Вдобавок в кнопке расположили 3 световых индикатора заряда бокса, что тоже удобно. Всегда можно узнать, сколько там осталось. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть, но небольшой. Хлопок глуховатый и приятный. Внутри бокса расположили маркировку Left и Right, 2 глянцевых горизонтальных места под наушники и по 2 контакта для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют. Магниты, удерживающие наушники в боксе, хорошие, но если попытаться вытряхнуть наушники из бокса, то усилий много прикладывать не придется. Емкость аккумулятора бокса хватает на 3 полных перезарядки наушника. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 5 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, не завезли. Это не радует. Саморазряд у бокса я не наблюдал, что является отличным показателем, но тоже это не удивительно для Anker. Anker плохого не сделает. Перейдем же к наушникам. Изготовлены наушники из матового пластика
пластика. Внешне они шикарные, и Soundcore знает, как удивить нас дизайном. Габариты наушников составляют 23 на 22 на 20 мм. Звуковод качественно оформлен, и его размеры 5,8 на 2,6 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку, что стандартно для Soundcore. Также на наушниках, как вы заметили, есть силиконовые заушины. Они не съемные, к сожалению, и могут поворачиваться на 210 градусов. Сборка хорошая, слегка лучше, чем у бокса. Посадка в ухе комфортная и надежная из ушей, при тряске головы не вылетают. При длительном прослушивании музыки лично у меня уши не устали. Заушины отрабатывают свою функцию отлично. Пассивная звукоизоляция меня порадовала. На корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления. Логотип, контакты для зарядки и 2 механические кнопки, за что огромное спасибо лично от меня, так как мне нравится именно механика, особенно когда она хорошо реализована. Я против сенсоров. Из нажатий на борту одно нажатие, регулировка громкости. И, к слову, одно нажатие можно выключить в приложении. Плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова и переключение между обычным режимом, режимом шумоподавления и режимом прозрачности. На нажатие откликаются наушники отлично. Удобно, что в приложении можно полноценно настроить нажатие. Но я не обнаружил вызов голосового помощника. Некоторые команды сопровождаются системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники динамической акустической системой с 10-мм драйверами и технологией Bass Up. На борту она. Частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Активное шумоподавление в наличии, как и режим прозрачности. ANC, активный шумодав, отрабатывает хорошо. Для спортзала его более чем достаточно. Режим прозрачности лично мне понравился. Разговаривать с собеседником можно спокойно, не снимая наушники, за что плюс. Но есть небольшое ощущение вакуума. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт не завезли, как и сенсоров приближения, к нашему сожалению. Анимации при подключении я не обнаружил. Емкость аккумулятора одного наушника не указана. Полный цикл зарядки по моим тестам занимает до 1 часа. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку AAC без включенного активного шумодава целых 6 часов 57 минут. Быстрая зарядка на борту и 10 минут даст 1,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость только у наушников класса IPX7. Я искупал их в воде, по итогу с ними все в порядке. Весь функционал как работал, так и работает. Защитить от маленького дождика или пота IPX7 в состоянии. Далее, для удобного использования нужно установить приложение Soundcore. На главной странице мне все очень понравилось. Все довольно просто и понятно. Вдобавок выглядит интерфейс презентабельно и приятно. В приложении с подключенными наушниками мы видим заряд наушников по отдельности, но не в процентах, что, конечно, не плюс. Заряд бокса я там не обнаружил, и это минус. Далее есть вкладка, в которой есть 4 режима, такие как режим прогрева перед тренировкой, режим релаксации, декомпрессионный режим и пользовательский режим. По большому счету это дыхательные тренировки с приятным звуковым сопровождением. Настроить данные режимы возможность есть, вдобавок довольно детально. Далее мы имеем заготовленных настроек звучания, режим Bass Up и кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются хорошо. Заготовки настроены отлично, и каждый сможет даже без кастомного эквалайзера найти себе что-то по душе. Также в приложении есть возможность переключать режимы окружающей среды. В правом верхнем углу также есть значок настроек, где расположили обновление прошивки. Обновление мне уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2. Связь с устройством они держат хорошо. Через одну стену они не отваливаются. Из кодеков на борту AAC и SBC. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка заметная, но играть в принципе можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают неплохо, я бы даже сказал хорошо. Перегруз небольшой, голос искажается не сильно. Также в приложении в настройках можно включить функцию защиты от ветра, она, к слову, работает корректно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Soundcore
Sports X10 рядом с дорогой. Только что проехала а-ля спортивная машина, по мнению водителя, без глушака. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, если вы на улице будете разговаривать в довольно безветренную погоду с одной стороны. С другой стороны, рядом с дорогой, притом дорога влажная, машины проезжают не самые тихие, отечественный автопром и не только отечественный. И вот так, такой бокс, такое интересное крепление. Я таких ушей не видел. Я таких ушей не знаю с такими креплениями. Жаль, что они не снимаются, либо я чего-то не знаю, с одной стороны. С другой стороны, в ушах они сидят лично у меня как влитые, хотя я могу допустить, что кому-то по форме они не подойдут. С другой, может быть, амбушюры подберете, а может быть и нет. В общем, интересная штука. Каким-то спортсменам это дело зайдет, как минимум это выглядит интересно. И я уверен, что ничего не вылетит. Но это с одной стороны. С другой стороны, недавно были Realme Buds Air 3 Neo наушники. Ну, они в затычке тоже не вылетали. То есть, по большому счету, вы сейчас просто любые вакуумки покупаете, у которых вес у каждого наушника меньше 4,5 граммов, подбираете под себя идеально амбушюры, и все, и вы можете их использовать без каких-либо проблем, никакие спортивные штуки вам не нужны. Но это с одной стороны. С другой стороны, иметь наушники для спорта, чисто для спорта, ну тоже же круто. Смотрим. Звучание. Я тестировал их в стоковом звучании. Конечно, из-за обширного выбора пресетов эквалайзера они могут подойти большинству людей. Стоковое звучание отнесу к басхедному, даже без включенной технологии Bass Up. На 100% громкости каша легкая, но есть. Запас громкости более чем достаточен. Я в основном прослушивал музыку не более чем на 65% громкости. Вдобавок звучание не утомляет. Бас плотный и качающий, средний бас в наличии, середина с хорошей проработкой. Высокие частоты на своем месте, не требуют большого акцента. Звучание хорошо сбалансированное, струнные инструменты наушники отыгрывают приятно, как и ударные. И с вокалом данная пара справляется хорошо. Звук энергичен, подойдет оно для прослушивания современной музыки, хип-хопа, электронной музыки, даже для легкого рока подойдет, да и не только, хоть металл. Из минусов: нет сенсоров приближения, нет мультипоинта, нет беспроводной зарядки бокса, не отображается заряд аккумулятора бокса в приложении, а заряд наушников не отображается в процентах. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, в принципе она никогда не высокая. Также можете посмотреть там выгодные предложения. Я, допустим, вчера купил Oppo K10. Очень интересный смартфон. Пролистайте, посмотрите. Там вообще вчера было много веселого. Допустим, GTR 3 продавали за 8900 с доставкой из России. Прямо супер весело. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore Sports X10, как и многое, что производит данный производитель, достойно внимания. Несмотря на минусы и отсутствие каких-то фишек, слушая данную модель, понимаешь, что все это не важно, так как звучит оно шикарно. Вдобавок мы имеем интересный дизайн, удобное приложение, корректно работающий функционал и постоянное обновление, что немаловажно. Пишем в комментах, делать ли на такой обзор. У меня, допустим, спортивные наушники есть от Halo, которые недорогие и с костной проводимостью. Любой комментарий помогает каналу, логично, без мата, хамства и рекламы. Спасибо за просмотр, девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.